Друзья, всем привет! При наращивании корней орхидеям, которые потеряли их в процессе своей жизни по разным причинам, возникает часто такой вопрос, как поливать орхидеи, которые находятся именно на наращивании. Вот в таких вот посадках пример трех вариантов посадки орхидей на наращивание корней, которые мы называем своеобразно так маховое гнездо. И вот сегодня я хочу показать и полить орхидеечку, которую мы 10 дней назад поместили вот в это маховое гнездо. Вот, спустя 10 дней она показывает динамику. Но когда мы ее сажали, у нас был влажный мох и такой, знаете, вымоченный, точнее замоченный керамзит. То есть мы не в сухой сюда на дно помещали, а очень мокрый. На дне вы видите вот такую вот испарину. Я уже в предыдущем видео говорил, что это не показатель того, что внутри влажно. Это испарина появилась в результате того, что орхидея находится на подоконнике, на окне, окно холодное, в комнате прохладно, и вот в этом месте такая появляется точка росы, где, собственно, и выпадает вся влажность, осаживается вот в эти капельки. А на противоположной стороне горшка может быть все сухо. Но здесь у нас пока на горшочке не сухо, потому что вот она, противоположная сторона, а орхидея стояла в углу на подоконнике. Итак, сверху у нас уже такой, знаете, мох сухой, и возникает такое хорошее, знаете, желание опрыскать все это сверху. Но зачастую, когда мы делаем опрыскивание сверху, очень часто, друзья, когда орхидеи стоят зимой под осветительными приборами, мох покрывается вот такой вот бурым таким налетом. Вот в одном случае, вот в другом случае, видите. И этот бурый налет, он начинает на себе скапливать соли, начинает на нем наращиваться водоросли. Они наращиваются, потом, значит, свой срок жизни у них проходит, отмирают, и вот так вот слой за слоем, и появляется от этих омертвевших водорослей чернота, которая, естественно, начинает разлагаться, и вот эта вот разлагающаяся чернота начинает привлекать огромное количество разных насекомых, которые питаются разлагающейся органикой. И вот сегодня я хочу показать, как я поливаю орхидеи, которые находятся вот в такой вот посадке, тем более в закрытой посадке, где ситуация намного у нас, скажем так, сложнее, да, вот как на примере вот такого кашпо, и показать, как это я делаю, и рассказать о некоторых нюансах полива орхидей на наращивание корешков. Так, друзья, прежде чем полить вот эту вот орхидею, я хочу показать вам предыдущие орхидеи, которые мы сажали на наращивание корешков. Это Абба. И вариант, как вот здесь в кашпо, вот в этом прозрачном, я поливал эту орхидеечку. Я выбрал просто одно место, вот здесь вот видите, одно место такое черное пятно. И вот в одно место периодически просто лил водичку и все, то есть не опрыскивал по периметру. Вот. Хоть и внизу у нас здесь покрылось все водорослями, есть у нас, если вас это напрягает, именно низ, который покрывается водорослями, если вас это напрягает, то вот буквально вчера было видео, в котором я показывал, как сделать чехольчики по периметру прозрачных горшков, чтобы этих водорослей не было. В темноте, друзья, они не растут. Горшок сохраняется без вот этой вот зелени. Итак, вот делал вот такое вот одно место. И в это место поливал. Еще проделывал, значит, канавки вот такие вот вдоль стенки. Вот так вот. Канавки,
ну, какой-нибудь палочкой или можно карандашом. И можно вдоль стеночки подливать водичку, она стекает и не намачивает максимальное количество мха. Это один момент. А второй момент, когда вот орхидея, например, в двойном горшке посажена, здесь совсем все просто. То есть внешнее кашпо, мы во внешнее кашпо налили водички, и внутреннее кашпо с орхидеей поместили так, чтобы вода, поднимаясь при погружении внутреннего кашпо, она не доходила до верха, чтобы верх оставался сухой. Но вот в этом случае вы видите, здесь мох такой бурый весь уже. Это, друзья, орхидея почти 4 года растет в мхе. И уже спустя пару лет мне пришлось поливать сверху. Вот камушек положил в противовес, потому что у нее был цветонос большой. И камушек, чтобы не переворачивалась орхидея. И вот сейчас поливаю, когда наливаю воду по этому камушку. Все никак не соберусь эту орхидею пересадить. Потому что здесь уже корни прилипли, они проросли сквозь внутренний горшок и заплели уже вот здесь внутри, видите. Вот, это орхидея у нас, я показывал, 3 года и 7-8 месяцев назад мы ее сюда пересаживали. Вот такая вот красоточка, цветет бурно и в мхе. Как продлевать жизнь мху, чем и подробно все есть тоже в видео, буквально недавно на канале я снимал это видео и подробно все рассказывал. Так, ну а сегодня я полью вот эту нашу с вами уценочку, уцененная орхидея. Прям вот классическая посадка мохового гнезда. На дне у нас слой керамзита, и сверху у нас в виде гнезда мы смастерили такую вот моховую такую конструкцию, как колодец своеобразный. То есть в середине у нас здесь такая вот пустота, видите, и корешок вон он у нас отрос, уже достаточно такой, знаете, уже прикоснулся к мху. Надеюсь, что за несколько недель, и вон еще, вообще, я вижу сейчас просвечивается прям свежий. Я его буквально, вот когда мы сажали, его не было. Я не знаю, вам будет видно. Вот, короче, вот за этим вот цветоносом старым, там прям вот сантиметровый кончик торчит. Сантиметровый кончик. Я не знаю, как подсветить. В общем, вот такой вот там... Вот такой вот кончик появился, прям свежий. Вот, я его не видел в прошлый раз. Вон он. Вон он. Ну, в общем. Значит, теперь как поливаю. Очень такой в закрытой именно системе. Да, важный момент. Ну, для начала сделаю вдоль стенки, как я уже сказал, вот такой вот. Так, нам мешает вот этот. Ну, неважно. Вот. Сделаю вот такой вот канавку до дна, то есть не до дна, а до керамзита. Видите? Вот такой. Когда сырой мох, очень хорошо помогает. Вот, то есть получается очень хорошо. Это для того, чтобы вот сейчас мы будем вот сюда наливать вдоль стеночки, и вода будет очень хорошо туда проходить. Вот смотрите, значит, сколько буду наливать воды? Наливать воды буду вот, значит, чуть-чуть выше, прям буквально на полсантиметра, наверное, на там 3-5 миллиметров, чуть выше вот этих керамзитинок. Для чего? Для того, чтобы вот та сверх нормы вода 3-5 миллиметров, она сразу впитается в мох и медленно будет распространяться по вот этому моховому гнезду, по периметру. А внизу вода, которая в керамзите, она будет оставаться и медленно, ну, где-то по поверхности керамзита, где керамзит будет передавать, потому что не каждый керамзит передает воду по своей поверхности, будет передаваться мху. Ну, а в основном вода будет испаряться и проходить через вот эту вот центральную точку. И таким образом влажность
будет постоянно присутствовать вот в этой вот точке и стимулировать от основания. Слышите, как у меня собака храпит. Вот. И от основания будет стимулировать рост корешков. Что, собственно, сейчас вот и происходит. За 10 дней у нас та пимпочка, которая была у корешка, она на 1,5 сантиметра уже выросла. И сантиметра появился новый, я его не видел, корешка. Ну что, подливаю. Подливаю вдоль стеночки вот здесь вот. Вода хорошо проходит. Я думаю, вам видно. Она прям, хопа, и пошла. Какая-то часть сразу рассасывается по мху, но нам надо быстренько налить, чтобы нижняя часть горшка, где находится керамзит, была погружена в воде. И все, друзья, эту воду я вот так вот, видите, вот. Сейчас я камеру возьму и крупненько вам покажу. Опа. Так. Вот так, видите? Вот она. Вода. И теперь эта вода, она впитается и увлажнит весь мох, который находится сейчас здесь в горшке. Потом вода опустится чуть ниже. Та влага, которая напитала мох, она постепенно будет испаряться. Ну, вот через верх вот этот вот, и все. А вода, которая останется в керамзите вот здесь, она будет испаряться и выходить через вот этот вот центр. То есть вот такая вот задумка. И потом можно, когда уже подливать воду сюда, нужно по мере необходимости, по мере просыхания вот этого вот мохового гнезда, то есть по периметру. То есть он не должен быть сухим, вот, но и не должен быть мокрым. То есть у него он постоянно должен быть таким, знаете, полувлажным. Вот желательно, чтобы он был полувлажным. Даже если где-то вот так вот мокрота, вот как сейчас мы здесь поливали, то вот такую мокроту не надо создавать по периметру всему. Она пускай вот здесь останется, а хотя бы вот здесь пусть будет полувлажно, сухо. Вот. День-два, и вот это вот все, оно немножко подсохнет, будет таким влажненьким слегка. Это самое то, что необходимо для орхидеи. Ну, а как только корень у нас дорастет до влажного мха, то он начнет уже полноценную свою работу, качать воду. И тургор, друзья, листьев, вот этого листика, он восстановится. Ну, если к тому времени орхидея, конечно, успеет отрасти, точнее, и не вытянет из этого листика все питательные вещества на вот рост новых корней и на рост вот этого нового листочка. В общем, друзья, вот такой вот полив орхидеи в моховом гнезде на мокрых пяточках для стимуляции роста корней и наращивания в целом корешков у этой орхидеи. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Все, пока. А мы в ближайшее время, друзья, пересадим с вами вот эту вот аббу. Она уже созрела, просто созрела. Руки чешутся.